Всем доброй ночи. Итак, друзья мои, для того, чтобы было ладное хозяйство. Дело в том, что цивилизация наша началась с деревень. Каждая деревня в будущем становилась городом. Но изначально люди жили в деревнях. Я бы сказала, в маленьких поселениях. В основном люди селились возле рек. Там, где есть река, там есть жизнь, поскольку там вода, можно поить животных, можно сажать какие-то культуры сельскохозяйственные. Естественно, рядом лес. И вот так люди селились возле рек, создавали маленькие селения. Потом эти селения разрастались. И мы сегодня знаем великие города, которые когда-то были маленьким поселением. Естественно, уже следы того поселка, из которого вырос огромный город, не найти, потому как город поглотил в себе, внутри себя это селение. Но факт остается фактом. Даже Москва когда-то была маленьким селением. Итак, испокон веков издревле люди занимались скотоводством, люди занимались огородами, пахчевыми культурами. И на это жили. Неважно, оседлые были народы или кочевые народы. В любом случае, какой-то вид этих занятий, а иногда и то, и второе занятие, было присуще этим народам. Я вам дарила для хозяйства, для хозяйских дел, хозяйственных дел, да. Ну и так, верно. Даже не помню сейчас, если честно, как именно называется, потому что множество работ, где научила вас, как спугнуть дерево, которое не плодоносит, как приумножить свое имущество и как жить. Как жить, именно используя свое личное хозяйство. Если помните такой чудесный ритуал, точнее заговор, волшебный заговор Дед Сидор. Я сегодня вам в этом ролике зачитаю этот заговор вместе со всеми. Многие мне написали, что у них хозяйство просто выросло на зависть соседям, и они начали просто заниматься только своим хозяйством и жить этим. Если человек нашел свое занятие, нашел себе средства для жизни, да, если человек понял, чем он хочет заниматься и откуда его источник дохода, и начал привлекать к этому источнику удачу и благосклонность богов, естественно, этот человек будет хорошо жить. Если вы примените эти заговоры, то вы будете жить за счет своего хозяйства абсолютно безбедно. То есть у вас будут постоянно приумножаться гуси, куры, утки, коровы. Они будут давать много молока. Вы будете продавать это молоко или готовить сыр. Они будут рожать двойню. Часто так бывает. Этот молодняк будет расти здоровым, то есть дойдет до определенного возраста, когда вы продадите или, скажем, используете для себя, для своих целей.
Одним словом, эти ритуалы вам помогут иметь замечательное хозяйство. Хочу вам сказать, что заговор к деду Сидору можно читать не только на свое сельское хозяйство, но и на свое имущество. Открыть шкаф, читать на шубы, приумножатся эти шубы. Есть еще замечательный заговор, канеюшки. Есть еще Соломонида. Нет, извиняюсь, ведьма Соломея. Есть еще казначей Висар. Эти все работы, они направлены на то, чтобы у человека приумножалось имущество. Было одно, становится два. Откуда, как, время покажет. Те люди, которые используют давно, да, мои ритуалы, они не задают такие вопросы, потому что они прекрасно знают, уже опыт показывает, что это приходит. А каким образом? Они сами потом понимают, каким образом это все пришло. Главное делать, иметь желание просить и получать. Итак, начнем. Почему перед вами лесная дева? Потому как лесные духи, они покровительствуют домашнему скоту. Поэтому я как бы как фон взяла вот статую лесной девы. Начнем еще раз с деда Сидора. В заговорах существует очень много различных персонажей, которых призывали, вызывали издревле. Это духи, это сущности. Это удачливые люди, которые жили в древности, с ними связывают этот заговор. Это, скажем так, определенные персонажи. Это знахари, колдуны. То есть те, которые взывали издревле. И взывать можно и сейчас. То есть их сила, она приумножается за тысячелетия. И стоит человеку к ним взывать, у него начинается удачливый период. Итак, дед Сидор. Нужно читать 7 раз, выйти во двор, 7 раз читать, глядя на скот, на стада, если они у вас есть, на курятник, то есть на все ваше свое хозяйство. Вот раз в неделю попробуйте читать, и вы увидите, сколько у вас появится несушек, сколько у вас будет гусей, кур, свиней и так далее. Ну, просто огромное количество, они все будут здоровые, они все будут в порядке, даже если вокруг будет болезни, да. А болезни мы знаем, что часто разоряют просто фермеров. Дед Сидор стоял во дворе, а двор широкий, а живности много, куры да гуси, свиньи да коровы, козы да овцы, цыплята да телята, гусята, поросята. Считает дед Сидор, никак не сосчитает. Цифр не хватает, сотни до тысячи. Полным-полно птиц и скота, счету нету. Вот и мне, как деду Сидору, считать, да не сосчитать. Имущество свое, да хозяйство свое, да скот и птиц. Столько их, сколько капель в море. Аминь. Если вы хотите считать на свое имущество, которое у вас дома, да, значит, называйте шубы, считал там дед Сидор, кольца считал, сережки. Да. На приумножение читайте, значит, на свое имущество, которое у вас дома есть. Еще раз прочитаю. Дед Сидор стоял во дворе, а двор широкий, а живности много, куры да гуси, свиньи да коровы, козы да овцы, цыплята да телята, гусята, поросята. Считает дед Сидор, никак не сосчитает. Цифр не хватает. Сотни до тысячи, полным-полно птиц и скота. Счету нету. Вот и мне, как деду Сидору, считать, да не сосчитать имущество свое, да хозяйство свое, да скот и птиц. Столько их, сколько капель в море. Аминь. Можете поискать волшебный заговор дед Сидор. Там он уже готовый, уже написан текст, кто сильно спешит.
Второе. На приумножение хозяйства. Опять же, читайте в коровнике, в курятнике, ну, какие у вас еще есть живности. Вот заходите, прочитали 3 раза, вышли, прочитали там, и будет приумножаться, и станет просто огромное стадо. Я вас уверяю, через год вы не узнаете свое хозяйство. Их будет столько, что вы уже просто этим только будете заниматься и на это жить. Здесь приводится Яков. Согласно сказанию, не только библейскому, вообще еврейской истории, Яков, родоначальник еврейского народа, был скотоводом. Он работал у своего тестя. Но потом отделился от него, взял свое имущество и ушел. И он делал определенные манипуляции. В Библии сказано, обращался к Господу, а вообще, говорят, занимался магией, начитывал, и у него появлялось, то есть у него рождалось у овец, у коров по 2, по 3 теленка или там ягненка. То есть он приумножал свои стада определенным образом. Здесь мы берем его в пример, его хозяйство, и сколько у него было имущества, и как бы на его примере привязываем заговор к его имени, к имени Якова, который был богатым человеком, владел огромными стадами. Итак, читать 7 раз. В общем, 7 раз во дворе стоять, а потом по 3 раза в каждый там зайти в коровник, курятник, гусятник, по 3 раза читать так. Желательно раз в неделю делать это. Это на приумножение. Итак, жил Яков, владел огромным стадом. Коровы двойни рожали, овцы по 4 рожали. Считал Яков свои стада, счет потерял. Так бы и мне хозяйство свое приумножать, считать, счет потерять. Силы мой двор и усадьбу оберегайте, злому глазу зависти к моему двору близко не пускайте. Как у Якова стада приумножили, так и мое хозяйство приумножайте. Нет счету звездам, нет счету моим. Перечисляйте курам, овцам, коровам и так далее. Да будет так. Немного устала, но в любом случае я еще раз сейчас прочитаю, чтобы кому нужно, взяли и переписали из моих слов. Жил Яков, владел огромным стадом. Коровы двойни рожали, овцы по 4 рожали. Считал Яков свои стада, счет потерял. Так бы и мне хозяйство свое приумножать, считать, счет потерять. Силой мой двор и усадьбу оберегайте, злому глазу и зависти к моему двору близко не пускайте. Как у Якова стада приумножились, так и мое хозяйство приумножайте. Нет счету звездам, нет счету моим коровам, курам, овцам и так далее. Да будет так. Дальше. Чтобы у вас куры неслись, и чтобы цыплята были и так далее. Много цыплят, много яиц, чтобы вы могли продавать. И еще, чтобы они были здоровы. Нужно начитать, сварить яйцо. Пока варится яйцо, читать сверху 7 раз. Потом читать над яйцом еще 7 раз. Это яйцо очистить, покрошить и дать курам есть. Сделайте это часто, и вы увидите, как ваши несущики прям день и ночь без выходных и праздников будут нестись. И, естественно, если вы торгуете яйцами, или если вам они нужны, то есть вы готовите что-то, или сдаете куда-то, или для большой семьи, или родственников и так далее, у вас всегда они будут. Итак, извиняюсь, что-то мне тут упало. Все поняла.
Стоит изба среди дикого поля. В той избе великие птицы сидят, свои гнезда сторожат. В тех гнездах полно яиц, полно цыплят. Так и мои куры были бы велики и плодовиты. Несли бы великое множество яиц. Взрастили бы великое множество цыплят. Все цыплята пусть выживут, растут, и кур моих мне считать, да не сосчитать. Слово мое крепко, да дело лепко. Истинно так. Еще раз. Стоит изба среди дикого поля. В той избе великие птицы сидят, свои гнезда сторожат. А в тех гнездах полно яиц, полно цыплят. Так и мои куры были бы велики и плодовиты, несли бы великое множество яиц, взрастили бы великое множество цыплят. Все цыплята пусть выживут, растут, и кур моих мне считать, да не сосчитать. Слово мое крепко, да лепко, да дело лепко. Истинно так. Спешу немного, чтобы памяти хватило. Далее. Сейчас посмотрю, сколько у меня еще. Ой. Ничего, хватит еще памяти. Чтобы ваши коровы давали много молока. Иногда бывает, что коровы прям ленятся. Или ленятся, да, неправильно сказала. Или какой-то такой период наступает, они как-то перестают давать молоко. Это не касаемо беременности или после родов. Просто перестают давать молоко. Или сглазили корову. Или она начинает болеть, или мало дает, или крадут молоко. И такое бывает, что если корову выгоняете вы в поле там, с пастухом, кто-то может подоить вашу корову. Может, чтобы такого не случилось, и если вы тем более молоком занимаетесь, маслом, там, сыром и так далее, чтобы столько давали ваши коровы молока, чтобы вам просто хватило прокормить свою семью. Ну или продавать в том числе. Подойдите к своей корове, погладьте корову и читайте 7 раз. Соломенный храм, посреди храма молочная гора стоит. Скажу молочной горе 3 слова. Корми мою семью. Первым словом молоком наполняйся, вторым словом молочная река стекайся, третьим словом источником денег стань. Истинно так, исполнись. Еще раз. Соломенный храм, посреди храма молочная гора стоит. Скажу молочной горе 3 слова. Корми мою семью. Первым словом молоком наполняйся. Вторым словом молочная река стекайся. Третьим словом источником денег стань. Истинно так. Исполнилось. Или исполнись. Чтобы жить хозяйством. Чтобы у вас было такое ладное хозяйство, чтобы вам хватило просто и продавать, и обменять на что хотите, и кормить семью, и вообще, чтобы ваше хозяйство вас кормило, и вам больше ни о чем думать бы не пришлось, если вы действительно занимаетесь хозяйством, а у вас не 2 цыпленка где-то там ходят. Вы ходите, начитываете на воду 12 раз, и эту воду начинаете прыскать на коровник, на курятник, просто по двору. И возвращайтесь домой. Жила баба Дуся на окраине села. Жила богато-пребогато. Кур продавала, яйцами торговала, молоко задорого отдавала, телят да бычков, гусей да индюков продавала, да за те деньги жила-проживала, нужды не знавала. Хозяйство ладное держала. И мне, как бабе Дусе, своим хозяйством жить. Кур, индюков, телят да бычков, яйца да молоко, сыр да мясо продавать. И за те деньги богато проживать. Всем соседям на зависть. Все пусть работу ищут, а я своим хозяйством живу. Припеваючи, да как сыр в масле. Да будет так, заклято.
кто такая у нас баба Дуся. Согласно преданию, была такая ведунья, которая понимала язык животных, язык трав и могла приказать своему хозяйству приумножаться. И тому же учила сельских баб. И вот как бы из поколения в поколение эта богатая хозяйственная баба Дуся осталась как пример такой хозяюшки, которая может и семью кормить, и продавать из своего хозяйства, и припеваючи жить. Вот мы привязываем свой заговор к этой женщине, для того, чтобы у нас было такое же ладное, богатое хозяйство, как у бабы Дуси. Еще раз читаю. Жила баба Дуся на окраине села. Жила богато-пребогато. Кур продавала, яйцами торговала, молоко задорого отдавала, телят да бычков, гусей да индюков продавала, да за эти деньги жила-проживала, нужды не знавала, хозяйство ладное держала. И мне, как бабе Дусе, своим хозяйством жить. Кур, индюков, телят да бычков, яйца да молоко, сыр да мясо продавать и за те деньги богато проживать. Всем соседям на зависть. Все пусть работу ищут, а я своим хозяйством живу, припеваючи, да как сыр в масле. Истинно так заклято. Читать 7 раз на воду, вынести эту воду, значит, опрыскать там курятник, коровник, да просто двор, вот так вот. И делать это желательно первое время каждый день, то есть месяца 2-3. И когда у вас очень много станет хозяйства, уже приумножится, вы начнете торговать, можете делать раз в неделю. Хотя некоторые предпочитают делать каждый день, и у них замечательное хозяйство. Мне писали с разных стран, там, где особенно экономически очень тяжело жить. Например, Узбекистан, Таджикистан. Мне женщины писали, благодарили, что у них такое хорошее хозяйство, что соседи прям завидуют, не понимая, откуда, что за секрет у нее, что вот она может своим хозяйством жить. Дальше. Если корова дает мало молока, чтобы молоко приумножилось, еще один способ. Читать нужно на полотенце. Читайте на полотенце и вытирайте вымя коровы до дойки и после. Вы увидите, как корова оздоровится и начнет давать много молока. Прям значительно увеличится в 3-4 раза. Итак, нужно называть кличку коровы. Но поскольку я не знаю, как вашу корову зовут, я назову буренкой. Моя буренка, стой горой. И дай молока рекой. Телят рожай, мой дом обогащай. С одного рога масло, с другого рога мед. Молоком семью корми, телят роди, наш дом обогати. Ключ, замок, язык. Заклято. Еще раз. Моя буренка, стой горой. И дай молока рекой. Телят рожай, мой дом обогащай. С одного рога масло, с другого рога мед. Молоком семью корми, телят роди, наш дом обогати. Ключ, замок, язык. Заклято. Хочу вам сказать, что некоторые слова и некоторые выражения вообще в магии могут показаться немножко старомодными и как бы не применяющими в наши дни. Так и есть. Но это язык магии. Такими выражениями веками обращались к этим силам. И когда я составляю заговор, предпочитаю эти слова использовать, потому что эти слова, они, во-первых, обладают силой, потому как много веков этими словами заговаривали, да, и наполняются этой энергией. Ну и силы, духи, они узнают эти слова и быстрее помогают. Вот, собственно, я закрывала. А здесь у меня скоро мест не останется.
Ну, я еще буду вам дарить. Благо, книг теней у меня много, и отправили много, и Яна мне подарила огромное количество книг теней. Так что не переживайте. На мой век хватит. Сегодня язык не заплетается от усталости. Реально очень сильно устала, особенно перед праздниками. Очень много работы, но я хочу вам сказать, я не праздную праздники. Я вообще не праздную праздники. А сейчас тем более в этом году. Поэтому можете не переживать насчет меня. Я продолжаю работать с людьми в обычном режиме. У меня нету, скажем так, праздничного и настроения, и, собственно говоря, суматохи. Нет. И быть не может. Ну да ладно, об этом не будем. Всем желаю удачи, ладного хозяйства. Пусть ваш труд, скажем так, вас кормит и вознаграждает вас монетой, а именно деньгами. Всем удачи!